В этом видео расскажу подробно про зачистку стен и потолка, а также формирование угла. Покажу хитрые приемы, которые использую в своей практике. А также расскажу про ошибки, которые можно допустить во время выполнения этой работы. Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Третья серия про шпатлевку, вернее даже сказать про подготовку стен и потолка под покраску. В предыдущих сериях, ссылка на эти серии есть в описании и в закрепленном комментарии. Зачистка стен и потолка, а также формирование углов – это очень важный этап. На самом деле не менее важный, чем нанесение шпатлевки, потому что можно хорошо нанести шпатлевку, но испортить все зачисткой. Прежде чем приступить к зачистке и грунтовке, мне еще нужно нанести 2 финишных слоя шпатлевки на потолок и стену с окнами. Что касается стен, где есть окна и радиаторы. Почему я выделяю этот момент? Потому что это относительно сложные стены для нанесения шпатлевки. Еще на этапе установки подоконников были сняты радиаторы. С радиаторами вы не сможете нормально зашпатлевать и покрасить стену. Первый слой шпатлевки еще начали наносить на этапе штукатурки откосов. Было свободное время и решили использовать его с пользой. Процесс этот длительный и требует аккуратности. В таких случаях шпатлевку целесообразно наносить ручным способом при помощи маленьких шпателей, так как нужно обшпатлевывать все крепления и трубы. Откосы и простенки между окнами тоже шпатлюются ручным способом, так как для механического нанесения тут негде разогнаться. Маленький объем. На этой стене тренировался шпатлевать Никита. Но на самом деле лучше такую работу не доверять новичку, так как мне потом пришлось все подчищать и подмазывать. Теперь переходим к шпатлевке потолка. Для предотвращения попадания шпатлевки на стены по периметру заклеили все малярной лентой. Шпатлевку наношу небольшими участками для того, чтобы успевать ее разгладить. Работаю без удлинителя, с помостьев. Мне так удобней. Вообще, ребята, которые занимаются механизированной шпатлевкой, обычно шпатлюют при помощи удлинителя. У меня мало опыта, и поэтому лучше получается, держа шпатель в руках. Для нанесения использую проявочный свет, чтобы видеть все дефекты и сразу их поправлять. Честно скажу, что шпатлевка стен гораздо проще. Шпатлевка потолка труднее, так как руки постоянно находятся вверху и нужно задирать голову. Первый слой нанесен, второй слой наносится примерно через час, мокрым по мокрому. Шпатлевка стала матовой и можно уже наносить второй слой. Второй слой наносится аналогичным образом, максимально качественно, так как это уже последний финишный слой. Почему я не использую стеклохолст? Самая главная причина, потому что стеклохолст фактически не защищает стену и потолок от трещин. А это его главное назначение. Стеклохолст, зашпатлеванный шпатлевкой, он имеет жесткую структуру, и при появлении каких-то деформационных нагрузок он точно так же может треснуть. Вернее, даже не треснуть, а под стеклохолстом просто образуется трещина, а наверху образуется вздутие. То есть фактически такая вот вена. Второй момент. Приклейка стеклохолста – это трудоемкий процесс. Он сопоставим с поклейкой обоев. Вы тратите деньги на материал и на работу. Соответственно, стоимость подготовки стен под покраску становится гораздо больше. Третий момент.
Со стеклохолстом возникают проблемы на внешних углах, потому что вы вроде как вывели плоскость, но потом наклеиваете стеклохолст, а он имеет определенную толщину, и у вас получается на углах закругление. Это закругление нужно подшпатлевывать, а если у вас уже готовые, допустим, уголки пластиковые или алюминиевые, то получается, что вам нужно зашпатлевывать этот уголок, чтобы вывести обратно ровный угол. Четвертый момент. Без стеклохолста, если вдруг появляется трещина, ее гораздо проще ликвидировать, убрать и замазать, чем со стеклохолстом. Вот по этим причинам я не использую стеклохолст. Сразу хочу уточнить, что когда я делаю работу у заказчика, я стеклохолст везде клею. Для того, чтобы мне заказчик не сказал, что у него появились трещины по той причине, что я не приклеил стеклохолст. Кстати, друзья, этой осенью я приступил к строительству своего дома. Поэтому скоро будет проект строительства дома от А до Я. Первые ролики уже будут весной. Дом я строю первый раз, поэтому многие процессы мне не знакомы. В таком случае лучше довериться профессионалам, одним из которых является Александр Дубовенко, канал Good Wood о строительстве загородных домов. Если вас интересуют секреты строительства современных загородных домов, то на канале Good Wood Александр рассказывает, как построить надежный дом из дерева с нуля. Да, процесс такой непростой. Какие строительные материалы использовать при строительстве, ремонте и отделке дома. Как обустроить дом в современном дизайне интерьера. А также, какие основные ошибки совершают при выборе участка, строительной компании и строительстве самого дома. В общем, очень много полезной информации, поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылочку на канал я оставлю в описании. После того, как мы нанесли 2 слоя финишной шпатлевки на стены и потолок, стены нужно зачистить. Зачищать я их буду под лампу проявочного света. Это обязательное условие, потому что под эту лампу вы видите всю стену. Самые главные правила зачистки. Это касается зачистки машинкой. Во-первых, когда вы начинаете зачищать, нужно сразу прижимать машинку, а после того уже ее включать. Если вы включаете машинку, а потом прижимаете, то, соответственно, у вас может машинка выесть круг, потому что вы ее идеально ровно параллельно стене не прижмете, и какой-то край сделает выемку. Второй момент. Лучше не дотереть, чем перетереть, потому что если вы нашли какую-то глубокую рисочку или вмятину, пытаетесь затереть ее шлифмашинкой, соответственно, вы просто снимаете большой слой шпатлевки, у вас будет дырка. Если есть какой-то глубокий дефект, то лучше всего потом после зачистки его подмазать. Зачистки и грунтовки. Вы зачистили стену, погрунтовали, и потом еще раз лампой прошли, и какие-то дефекты просто подмазать. Вот, например, вот этот дефект. Пропуск. Если я буду сошлифовывать его машинкой, я здесь сделаю дырку. И при боковом свете будет видно, что здесь впадина, а по краям бугор. Поэтому мне проще пройтись по кругу и потом уже после зачистки это все подмазать. Я вокруг все зачистил, а вот эту ямочку я просто подмажу после грунтовки. Так будет значительно лучше, чем стереть всю эту шпатлевку и сделать яму. В качестве абразивного материала я буду использовать сетку Абронет. Для финишного слоя зернистость 240. В чем преимущество? Во-первых, то, что практически нету пыли, потому что реально через сетку все проходит. И вот эта сетка Абронет, она такая нежная, что ей сложно испортить стену. Она не дешевая, но в принципе одного кружочка хватает на целую стену. Зачистка углов. Когда мы зачищаем угол, машинкой до угла полностью доходить нельзя, потому что когда площадка бьется об стену, она портится и, соответственно, портится наждачка.
ну, сеточка. Доходим, вот буквально пару миллиметров не доходим. Получается, что машинкой я не доходил чуть-чуть до угла. Стандартные площадки для зачистки стен, которые продаются в магазине, очень плохо подходят для зачистки углов. Почему? Потому что торцевая сторона этой площадки портит перпендикулярно расположенную стену. Что нужно сделать, если вы все-таки используете такую площадку? Во-первых, если вы используете эту площадку для зачистки стен, ее нужно подготовить, потому что чаще всего с магазина она идет кривая. Простой эксперимент. Потрем эту терку о стену, и вы увидите, насколько она кривая. Вот места прикосновения к стене. Какой можно сделать вывод? Так и будет защищаться стена. Желательно после покупки этой площадки в магазине выровнять ее при помощи наждачки. Вы трете до тех пор, пока у вас площадка не станет ровной. Сейчас еще раз потру о стену и посмотрим, что получилось. Уже стало намного лучше. Еще чуть-чуть дотереть, чтобы пропали вот эти вот участки. Вообще вот эти вот площадки заводские, они не совсем удобные для зачистки. Если мы рассматриваем зачистку стены при помощи площадки, то лучше сделать что-то самому. Вот я сделал для себя такую площадку на основе тарелки из-под шлифовальной машины. Она более удобная и большая по площади. Для зачистки углов я использую автомобильную наждачку. Ее можно купить или в автомагазинах, или на автомобильном рынке. Самая идеальная конструкция для зачистки внутренних углов – это усовершенствованная терка для штукатурки. Терка с одной стороны срезается под небольшим наклоном, к терке прикручивается автомобильная наждачка, и с другой стороны вы обматываете терку малярной лентой. Для чего? Для того, чтобы край наждачки не царапал стену. Плюс эта малярная лента, она дает небольшое возвышение. И получается, что у вас со стеной соприкасается только вот эта вот часть. Именно угол. При помощи такой подрезанной терки очень хорошо и быстро формируется внутренний угол. Самое главное, что не портится стена, которая находится перпендикулярно. Таких вариантов можно сделать очень много. На прямые длинные участки большая терка, на какие-то маленькие участки маленькая терка. Но получается, что когда вы трете угол, он идеально вычищается и не портится перпендикулярная стена. Также можно делать вот такие вот штуки. Она сделана из фанеры. Эта штука для труднодоступных мест, куда вы не сможете подлезть большой теркой. Тоже идеально ровная площадка. Шпатлевка крепится к фанере при помощи двухстороннего мягкого скотча. Именно мягкого, потому что он дает такую небольшую деформацию, и вы не царапаете стену. Если у вас ничего нет, то в крайнем случае углы можно аккуратно дотереть просто наждачкой. Когда вы вычищаете наждачкой угол, получается, что когда вы трете одну стену, у вас портится соседняя. Независимо от того, там, теркой, куском, либо бруском. Можно применить следующий хитрый прием. Поставить для защиты стены шпатель и потом уже подчищать эту стену. Но это все полумеры. Лучше взять терку для штукатурки, обрезать край
под углом и сделать нормальное приспособление для шлифовки углов. Сейчас я начинаю шлифовать стену, ставлю лампу проявочного света и вот полосочкой иду справа налево. Пошлифую эту стену, потом следующую, потолок. И в итоге, после того, как я все зашлифую, мы обеспылим полностью основание, загрунтуем и уже произведем дефектовку. То есть посмотрим еще раз под лампу все стены и где будет необходимо, это подмажем. Вообще, машинка сама по себе работает негромко. Я надеваю наушники больше от пылесоса, который работает вместе с машинкой, для того, чтобы засасывать пыль. И как бы Вообще, практически пыли нету, но маску я все равно надеваю. Кстати, для чистки пола тоже можно использовать шлифмашинку. На пыл, который у меня был в углу от стены, я именно счистил вот этой шлифмашинкой. Ставите какую-нибудь грубую сетку или наждачку и просто аккуратно все счищаете. Если к машинке подсоединен пылесос, то пыли не будет. Очень удобно. Что касается вопроса дефектовки, это очень важный момент. Есть три варианта решения этого вопроса. Первый вариант. Вы нанесли шпатлевку, зачистили, обеспылили и до грунтовки подмазали все неровности, ямочки. В общем-то, все, что вы обнаружили при помощи лампы. Но тут есть одно но. Та шпатлевка, которую вы намазали, она уплотняется, становится более твердой, чем на стене. И когда вы зачищаете вот эту вот подмазанную часть, получается, что образуется шишка. Посередине шишка, а вокруг вычищается шпатлевка, которая на стене. Вот пример, что может получиться. Образуется небольшая шишка. Она, конечно, видна при боковом свете, при обычном свете она не будет видна. Вот чуть-чуть убрать от стены. Этот способ я не рекомендую. Очень многие новички обжигаются именно на этом моменте. Они думают, что раз стена не загрунтованная, я нанесу шпатлевку, все будет однородное и, соответственно, потом все вместе погрунтую. Второй вариант. Вы зачистили стену, обеспылили и нанесли грунтовку. И после грунтовки уже подмазываете все дефекты каким-нибудь ремонтным составом. Не той шпатлевкой, которую наносили, а ремонтным составом, который специально предназначен для исправления дефектов. Он более воздушный, меньше не дает усадку и сам по себе он более мягкий. Допустим, там Simlite или какой-то другой состав. От грунтовки стена становится более твердой и наносимый состав, он получается более мягкий. Когда вы начинаете наждачкой снимать вот этот зашпатлеванный бугорок, получается, что снимается верхний слой, а стена остается целая. То есть вы зашлифовываете все в ноль. Третий вариант, на мой взгляд, самый эффективный. Вы нанесли шпатлевку, загрунтовали стену и после грунтовки оставляете все как есть, до покраски. На покраске наносите первый слой и после первого слоя покраски уже делайте дефектовку, потому что, во-первых, первый слой покраски проявляет абсолютно все.
Во-вторых, после покраски стена становится твердая, и ту шпатлевку, которую вы наносите, она получается более мягкая. Соответственно, когда вы ее счищаете, никаких шишек не образуется, а шпатлевка счищается в ноль за подлицо со стеной. Единственный момент, что если вы наносите краску валиком, то зашлифованные слоя предварительно нужно прокатать, чтобы создать текстуру, чтобы она не отличалась от остальной стены. Еще один простой совет. Если вы просматривали стену, и нашли какой-то косяк, не надо обводить вот этот вот дефект карандашом. Почему? Потому что карандаш очень сложно потом закрасить. Вы можете покрасить стену 2 раза, а карандаш останется. И придется еще всю стену перекрашивать несколько раз. Если вы хотите запомнить, где у вас дефект, возьмите просто малярную ленту и вот сверху приклейте рядом с дефектом, чтобы знать, что у вас есть дефект, и его вам нужно будет поправить. Стены и потолок я зачистил, дефектовку я решил делать после нанесения первого слоя краски. Зашпатлеванные подрозетники вырезаются малярным ножом. Ни в коем случае не нужно выламывать пенопласт вместе со шпатлевкой, потому что вы можете выломать кусок шпатлевки со стены, который, возможно, может не закрыть розетка. Край аккуратненько подрезаете по кругу ножом. И только после этого, как подрезали все по кругу, достаете пенопласт. Продолжение следует. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.